Как выглядит система смазки станка TOS S28? Значит, он стоит шестеренчатый насос. Там дальше у него идет заборник, и из бака, значит, качает масло. Вот подающая трубка. Вот она приходит на распределитель. В распределителе стоит пластинчатый фильтр. Вот эта ручка предназначена для очистки пластинчатого фильтра. Там стоят скребки между пластинами. Несколько раз ручку провернули. Они пластины очистили, собрали весь мусор в одном месте. Периодически его надо чистить. Сажается на герметик. Вот эта вот крышка вместе с фильтром. Значит, вот этот винт, это никакая не регулировка, а заглушка технологического отверстия. Когда делается вот центральный канал, сверлится для распределителя масла, его потом глушат таким вот гужоном. Вот, значит, когда я после покупки полез смотреть систему смазки, под задней крышкой я увидел вот это. Двух вот этих трубок не было, и мне стоило очень больших усилий найти, как сделана эта разводка, куда должны идти трубки, потому что в паспорте станка, к моему большому удивлению, этого не оказалось. Значит, по правой стороне первая трубка идет вот туда и смазывает пластинчатый тормоз, муфту пластинчатого тормоза. И с нее стекает все это еще дело, смазывает шестерни привода. Вторая трубка уходит вот в этот вот прилив, туда он в отверстие, и смазывает приводные шестерни сменные, сверху там их так поливает. Третья трубка, это вот уходит за распределитель и поливает муфту реверса. Вот эту вот муфту. Вот эту с правой стороны, вот она ее поливает. Дальше прикручена большая трубка, она уходит вперед и смазывает коробку Нортона. Там идет такая вот рампа, в ней насверленное отверстие, и к ней прикручивается, собственно, эта трубка. И последняя трубка уходит наверх и смазывает правый подшипник шпинделя. Вот с этой стороны. Слева вот эта трубка смазывает шестерни привода, вот эти вот, которая входит, вот эта шестеренка входит в зацепление с муфтой прямого хода. Вторая шестеренка, вторая трубка, прошу прощения, смазывает вот тот вот коренной подшипник приводного вала. Вот ее, кстати, тоже тут не было, а канал был наглухо закрашен. Третья трубка описывает дугу, заходит за распределитель. Тут, наверное, не будет видно, да. В общем, и смазывает вот эту пару, вот она, и смазывает вот эту пару шестерен. И четвертая трубка, вот она ныряет вниз и смазывает, поливает муфту прямого хода. Значит, трубки по внешнему диаметру 4 мм оригинальные. В продаже найти такие сложно, поэтому я купил тормозные трубки 4,75. В распределителе они встают через конусные переходники, такие из фторопласта или капролона, на конус такой написюнник, скажем так, больший диаметр 6 мм, меньше 5 мм, длина 10 мм. И он плотно одевается на трубку и просто заклинивается в распределителе. По паспорту заливать нужно масло вязкостью 1,5 Энгельса, и в переводе на сатистоксы, в которых указывается вязкость сейчас, это И5. Даже чуть-чуть жиже И5 надо, но И5 нормально. Вот, собственно, и все. Сейчас открою переднюю бабку, покажу, как это выглядит еще сверху в передней бабке. Вот так это выглядит в передней бабке. Приходят две масляные трубки. Они стоят последними в каждом ряду на распределителе. Одна наполняет переливную ванну задней втулки.
вторая наполняет переливную ванну передней втулки. Да, шпиндель тут на втулках. И далее масло переливается через вот эти сетчатые фильтра, которые надо периодически чистить, они легко снимаются, вот этот вот колпачок просто снимается. Контрольный глазок вот этот предназначен для, как несложно догадаться, контроля смазки шпинделя, то есть вы включили станок, смотрите, ага, масло здесь пошло, значит можно работать, система смазки исправна. Вот эта вот трубка, она стоит в канале, который идет на контрольный глазок. С ней быстрее наполняется вот эта ванна. То есть вот станок постоял, и уровень масла держится примерно посередине ванны. А если трубки же не будет, то масло будет уходить с нее в ноль. Ну и придется просто дольше ждать после включения станка, когда масло поднимется. При этом в контрольном глазке масло будет уже идти. Вот. Значит, вот так это выглядит по времени с трубкой. То есть пара секунд, и масло уже пошло в шпиндель. А вот так это выглядит без. Далее, значит, шестерни сменные гитары смазываются через вот эту трубку душевым способом, также она их поливает. Количество масла, подающегося в эту трубку, регулируется центральным винтом вот здесь. Открывать его следует чуть-чуть, чтобы тут едва капало. Потому что если открыть его хотя бы на полоборота, здесь получается уже настоящий ниагарский водопад. Шестерни все это разбрызгивают. Масло стекает по крышке, а крышка внизу ничем не прижата. И оно благополучно здесь течет. То есть, если сильно открыта подача смазки, то здесь прям ручьем течет. Крышку передней бабки и две вот эти задние крышки я поставил на прокладку с паранита. С тонкого паранита. Ничего не течет. Герметиком там мазать не обязательно. Единственное, вот пришлось промазать герметиком выход фильтра, потому что вот здесь вот подтекало масло. И резинку туда никакую не подобрать. Ну и пару слов скажу о смазке фартука. Фартук здесь смазывается плунжерным насосом. Вся эта система выглядит вот так. Насос подает масло в ванночку, где оно, переливаясь через фетр, попадает во все трубки, которые уже разводят его к узлам, которые нужно смазывать. Значит, привод насоса осуществляется эксцентриком от ходового вала. Сам насос расположен внизу фартука. Вот он. Центральная пробка держит, собственно, плунжер. За ней находится пружина и плунжер. Если выкрутить, все это вывалится наружу. Держится он на 3 винтах. А четвертый, вот этот вот резьбовой гужончик, он просто закрывает резьбу. Его выкручиваете, вкручиваете болт на 8 и выпрессовываете тем самым насос из тела фартука. Никакие отвертки забивать сюда в стык не надо. Вот это сливная пробка. Заливная находится вот здесь. А здесь находится контрольный глазок. Трубка за глазком предназначена для контроля смазки. То есть для контроля работы насоса. То есть когда с нее течет масло, капает, значит насос исправен. Но, поверьте мне,
вы и так поймете, что насос здесь исправен, без всякого глазка с трубкой. Сейчас объясню почему. Да, несмотря на расположенную вот здесь вот заливную пробку, проще всего масло подливать, снимая вот эту вот крышечку. До конца от себя загоняете поперечку, там еще 2 винта, выкручиваете, снимаете вот эту вот крышку, и под ней здоровенное окно туда в фартук. Чем корячиться вот здесь вот с фигурными воронками, проще так. Вот. Главный косяк всей этой системы то, что гонит масло. В основном гонит масло по вот этим двум валам. Вот этому и вот этому. Но если вот почему гонит масло по этому валу конкретно на моем станке, я могу понять. Там изношена втулка. То вот по этому валу, где такого износа нет, почему течет, непонятно. И покопавшись в интернете, я обнаружил, что эта проблема не только у меня, встречается очень часто на этих станках. Значит, заливать по паспорту нужно масло вязкостью 3-4 Энгельса, чему идеально соответствует И-20. Но, учитывая, как лихо масло вытекает тут из всех щелей суппорта, я, наверное, в дальнейшем попробую залить что-нибудь погуще, может, какую-нибудь моторку или вовсе трансмиссионку. Ну вот, как-то так.